Привет, геометрам! Потрясающей красоты задача. Ну что, дан четырехугольник А, Б, С, Д, у которого стороны А, Б, С, Д и АД равны по единичке, угол Б 135, и требуется найти величину угла альфа. Ну что ж, я уверен, что у вас не просто будет решить эту задачу, ну а мы начинаем. Итак, внимание. Сразу скажу, что я могу предположить, как будут решать некоторые зрители эту задачу. Например, наиболее продвинутые могут достроить эту конструкцию, этот многоугольник до квадрата. Ну, давайте попробуем это сделать и скажем, какая тонкость там ожидает нас. Вот достроили до квадратика, допустим. И кто-то построит равносторонний треугольник на стороне АД, внутри этого квадрата. Так вот я скажу, что нам придется предположить противное и сказать, пусть вершинка этого треугольника не совпадет с точкой Б, а попадет вот на луч СБ. Вот здесь вершинка будет B1, а вот этот треугольник у нас равносторонний. Почему нет? И нам придется доказать, что вершинка B1 обязательно совпадет с вершинкой B методом от противного, получая какое-то противоречие. Кто-то еще может провести диагональку. И скажет, учитывая 1,1, то эта диагональка будет корень из двух, верно? И применить теорему косинусов к этому треугольнику. Это замечательно и приводит, конечно, к решению задачи. Однако у нас заявлен 8 класс. Посмотрите там на рукав, на нашивку на рукаве нашего героя, на обложке, на превью. А вот что в 8 классе даст возможность нам решить эту задачу? Совершенно простая теоремка. Вот единственная теорема нам позволит решить эту задачу. Посмотрите, решим ее мгновенно практически. Итак, что за теорема? Теорема о вписанном и центральном угле. Вписанный угол, вот он, угол, вписанный в окружность, равен половине соответствующего центрального угла. Вот этот угол соответствует нашему вписанному, он равен 2 альфа. Ну, собственно говоря, если рассмотреть вот здесь прямой угол, тогда вот этот уголок центральный будет сколько градусов? 360 минус 90, 270 градусов. Тогда сколько будет вот этот вписанный угол, соответствующий этому центральному углу? 135 градусов. Это ни о чем вам не говорит. Что интересно, если точка B, вершина B этого угла будет лежать вне окружности, либо внутри окружности, то наш угол, уже ABC, новый, получаемый, не будет равен 135 градусам. Это легко доказывается, то есть точка B лежит на окружности тогда и только тогда, когда вот этот уголок ABC как раз 135 градусов. Ну, при угле ОС равном 90 градусов. Ну и все. Собственно говоря, что здесь решать? Смотрите, надо построить окружность с радиусом АД и центром в точке D. Вот это будет радиусы CD и AD, и я строю эту окружность. О, и как я только что показал, она обязательно пройдет через точку B. Слишком уж подробно мы не останавливались, но, в принципе, кто захочет, тот дожмет это утверждение. Вот и получается у нас окружность, пусть не самая красивая. О, вот окружность. Этот угол сколько градусов? 270 градусов. Наш 135. Точка Б лежит на окружности. Все, тогда у нас получается, что отрезок БД чем является? Радиусом этой окружности, верно? Ну а поскольку это радиус, то он равен единице. О, это будет радиус. Радиус окружности, он равен единице. Тогда получается у нас равносторонний треугольничек со сторонами 1, 1, 1. Вот этот треугольник равносторонний. И наш угол, естественно, будет 60 градусов. Я записываю ответ. Ответ 60 градусов.
И эта задача довольно жесткая, но я не прощаюсь с вами, скажу еще два слова, займусь саморекламой. Ну, иногда же можно это сделать. Вышли мои вот три книжки такого небольшого формата, они предназначены для школы. Вот они у меня в руках, вот такого небольшого формата. И там тематические тесты. Например, есть там параграф в 8 классе, свойства и признаки параллелограмма, вот там 10 задач на эту тему как раз и есть. Поэтому если вы школьник или учитель, или родитель школьника, то можете поискать эти книжки в магазинах, либо на Озоне, либо в Валберес. А я буду рад. Я чувствую себя очень стесненно, так неловко, рекламируя свои книжки, но мне не нравится, и учителям, которые уже стали работать по ним, они говорят, пришлись по вкусу. Все, пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.